На спуске с поддержки всегда страшно, вот каждый раз, как в первый делаю. И у нас есть поддержка Ридбергер. И у нас там есть спуск, получается, он меня доворачивает сюда вот, кладет. И я потом вот так вот мы отворачиваем от борта, и мне всегда очень страшно на этой поддержке, у меня всегда дыхание замирает. Я потом как родилась снова после этой поддержки. Наверное, последний раз страх был, когда я с подкрута с локтя по голове получил. Было неприятно и страшно после этого. Заходите еще раз сделать, поэтому мы его больше на той тренировке не сделали. Когда я разбилась с четверного выброса. Точнее, было страшно не разбиться, было страшно заходить потом на следующий, потому что болела бочина очень сильно. И не хотелось еще раз прилечь. Это было страшно. И, наверное, еще страшно было первый раз четверной подкрут делать, но это 3 года назад. Я думаю, что последнее такое сильное чувство страха у меня было связано именно с Сашей. Все-таки, когда мы исполняем сложный технический элемент, как четверной выброс, я остаюсь на земле, а Саша все-таки она находится в авангарде происходящих событий, поэтому мне приходится на это смотреть. Мне приходится на это смотреть, и когда что-то идет не так, то, конечно же, я пугаюсь, особенно когда... И здесь, кстати, зачастую иногда может быть и замиксована еще и злость, когда я понимаю, что предшествует этому какое-то повышенное эмоциональное состояние. Невнимательность нас самих, невнимательность других спортсменов на льду, которые могут помешать, например, во время исполнения элемента. И вот я вот, допустим, помню вот как раз тот элемент, о котором говорит Саша, четверной выброс, когда он действительно пошел не совсем по намеченному плану, внутри стало по-настоящему страшно, и не за себя. Я на днях упала с прыжка, мне было очень страшно на него еще раз заезжать, потому что, когда я упала, я думала, я больше не встану. Салихов тройной. Он как раз пошел не по плану. Да. Там был и страх, и злость. Все вместе. Весь спектр эмоций. Вот раньше был страх, вот когда только начинала. Может, после каких-то травм тоже есть страх, но потом он проходит. Стучались ко мне ночью. А может, и не случались, может, мне это приснилось. Ну, короче, страшно было. Когда летели сюда, в Красноярск, что-то в самолете, мы шли на посадку, и что-то начало очень сильно жужжать. Я испугалась. У меня страх был вчера, когда мы летели. Просто выслетать чуть-чуть. Для меня последний раз это было как раз-таки чемпионат Москвы, так как я очень длительное время не выступал, буквально 2 года. И для меня это первые соревнования за такой большой промежуток, поэтому я боялся, переживал, но по итогу в произвольной программе смог расслабиться. Страх – это такое чувство, то есть мы можем бояться прям, не знаю, очень сильно, а может быть такой у нас мандраж маленький. У нас и сейчас мандраж перед тренировками, потому что для нас это в новинку достаточно мастерские старты. Это когда все на тренировках получается, когда тренер не кричит, и мы, соответственно, счастливы. Для меня счастье – это чистые прокаты на соревнованиях и классные тренировки на соревнованиях перед прокатами. Когда в жизни все складывается благополучно, все идет прям как надо. Своим чередом. Счастье – состояние души. Заниматься любым делом. Любить то, что ты делаешь, и делать то, что ты любишь. Эмоции, когда ты после соревновательных дней снимаешь костюм, вешаешь его на вешалку в номере, и наконец-то понимаешь, что все это закончилось, ты совсем справился, и нужно двигаться дальше и смотреть на свои ошибки и совершенствоваться. Счастье – это чистые прокаты, наверное, в которых ты получаешь удовольствие. Когда катаемся вместе, катаем свою программу, которая нам нравится, получаем удовольствие от этого. Я испытываю счастье, когда сплю. Высыпаюсь. Мне очень хорошо. Молодец, Аня. У каждого свое счастье, да? Когда ничего не болит, и все элементы получаются с легкостью, и не думаешь о них. Просто идешь и делаешь. Когда все хорошо, и все близкие, здоровы. Спокойствие. Когда тебя ничего не тревожит внутри. Счастье – это, наверное, когда близкие рядом, есть кому поддержать и с кем провести время. Когда у меня ничего не болит. Я просыпаюсь без боли. Процитирую Ворону из мультфильма, что счастье – это когда у тебя все дома. Там и в прямом, и в переносном смысле в целом. Счастье – это когда ты здоров, у тебя все хорошо и в спорте, и в жизни.
все хорошо у твоих родственников, друзей, кошки здоровы там, например. Вот, ты начинаешь или только закончил новую книгу какую-то, и каждый день как-то прогрессируешь, там, например, в изучении английского языка, чем я сейчас занимаюсь, или в спорте тоже что-то новое там делаешь, что-то для себя открываешь, изучаешь. Ну, наверное, вот какое-то вечное движение вперед. Вот для меня это счастье. Когда у тебя и у близких все хорошо, и присутствует какая-то гармония. Мне кажется, у нас есть очень много моментов и достижений, которыми, во-первых, можно гордиться, и которые должны вдохновлять и радовать. Многое сделали, многое получилось. Жизнь, в принципе, интересная штука, это подарок, и я считаю, с нашей жизнью нам очень повезло. Ну, наверное, когда Матвейка очень сильно начинает тупеть в программе, тогда я злюсь. С прыжка упал неделю назад. Неожиданно и неприятно. В смысле, тебе же понравилось? Нет? Нет. А почему смеялся тогда? От неожиданности обычно не падаю. Борты бью, и тряска бывает. Да по-разному бывает. Просто пытаешься сдержать в себе, но оно вырывается вот так вот. Ты напрягаешься весь такой... И оно все равно выходит. Вот сейчас на тренировке. Когда что-то не получилось. Особенно, если это произвольная программа в Магнитогорске. Опустошение, отсутствие каких-то жизненных сил в теле. Мне хочется что-то ударить, когда я злюсь. Редко бью Лешу, когда злюсь. Она меня без повода бьет. С поводами почему-то она этого не делает. Она отвлекает и очень мешает в тренировочном процессе. Ну, я, в принципе, редко злюсь как-то негативно на кого-то или на что-то. Сам могу иногда разозлиться на себя, но тоже обычно как-то... Ну, скорее, больше позитивно у меня это выливается. Кому-то что-то доказать. Когда все идет не по плану, в начале сезона. Все шло не по плану. Да, там злость была и друг на друга, и на себя, и на тренировочный ситуацию процесс, в целом. и всё. Да. Ну, трясти не начинает, скорее начинаем допускать Ошибки. глупые ошибки, да, просто отвлекаться от полноценного тренировочного процесса. Злость скорее проявляется в моменты, когда ты буквально вчера смог сделать абсолютно все элементы, а сегодня у тебя не получается даже какие-то простейшие вещи, и ты заходишь раз за разом, пытаешься их сделать, а они все не получаются, и тогда уже наступает злость. Из-за того, что мы не можем в парном катании сильно на эмоциях как-то делать элементы, да и в целом в спорте, это проявляется тем, что приходится подольше настраиваться, успокаиваться и с более холодной головой заходить что-то делать. Стараемся злость все-таки все равно на друг друга не показывать. Все в себе, если что, прокричать, там, я не знаю, со льда выйти, там, поорать. Я не кричу, у меня просто слезы. Я злилась последний раз в четверг на тренировке. У меня не получался элемент, я чуть-чуть позлилась друг на друга. Я не помню, когда я злилась на Артема. Ну, я стараюсь не выходить на эмоции, в принципе, вообще. Не проявлять никакую злость ни к чему. Но он старается, может быть, уйти в себя и не слушать мою агрессию в сторону его, потому что, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, злость, наверное, чаще всего проявляется там на тренировках или в спорте, в принципе, когда что-то не получается. По-разному. Иногда стараешься это держать в себе, потому что там находишься на людях, например. И тогда это тяжело, потому что получается, что эмоции внутри остаются, и ты себя немножечко съедаешь. А так, наверное, поплакать, покричать, что-нибудь такое. В основном злость появляется именно во время тренировочного процесса, поскольку та деятельность, которой мы занимаемся, она связана, во-первых, с чрезмерными физическими нагрузками, с большим выплеском адреналина в кровь, и в совокупности все это дает повышенное эмоциональное состояние. Одно дело контролировать злость, сидя в кабинете, другое дело, когда у тебя пульс 180, ты до этого отработал целый день и понимаешь, что тебе еще нужно достаточно большой объем работы выполнить. Я могу сказать абсолютно точно, что считаю, что злость в полном ее проявлении в себе держать не стоит и давить ее не стоит, особенно спортсмену, поскольку в этом плане она, скорее всего, даст сбой именно в отношении нервной системы. То есть злость – это, знаете, своего рода, как я считаю, как
порох, который взорвался в патроне, он либо выйдет наружу, и как бы орудие продолжит работать, либо все-таки он уже как-то пойдет внутрь, и это может так или иначе навредить самому механизму. Поэтому все-таки у нас принято считать, что злость никому демонстрировать нельзя, и действительно в руках себе надо держать. Это не значит, что нужно вести себя, как тебе захочется, но в каком-то смысле, в каких-то моментах выплеск, особенно спортсмену, безусловно, нужен. Тут надо еще понимать, что мы, например, катаемся в паре, и вымещать злость друг на друге — это вообще не вариант, потому что мы делаем сложные элементы, и там вот как-то вымещать злость вообще нельзя ни в коем случае. Можно иногда как-нибудь крикнуть что-нибудь необидное, там сказать такое нейтральное. Бывает, не знаю, можно бывает. бортик ударить. Дима не так часто, я бы сказала, выплескивает эту злость. Как бы для меня привычно, я стараюсь отойти просто, когда Дима там злится. Дим также старается отойти, когда я злюсь, потому что мы достаточно эмоциональные, можем громко покричать друг на друга. Последний раз злость у меня была на тренировке. Мы что-то поссорились немножечко, вот, и поругались, и все, ну, больше не было. Я вообще спокойный человек, поэтому таковой злости у меня нет. Просто могу вот так немножко нахмуриться, это максимум. Накричал на меня тогда. Накричал. Когда было-то? В пятницу. О. Она не страшна в гневе. Да вы посмотрите на нее, как она может быть страшна. Я вообще сама милота. У нас достаточно сильный коннект, и мы в целом редко ссоримся из-за того, что Артем более спокойный. Я, да, возможно, более вспыльчивая немного, но у нас вот это вот какое-то равновесие, поэтому... У нас гармония. Да.